Как регулировать, куда сдвигать эксцентрики, куда сдвигать эту планку, куда гнуть рога. Что нужно для того, чтобы вы летали ровно, никуда вас не крутило? Крутящий момент двигателя оказывает влияние на пилота. Крутящий момент – это векторная физическая величина. Так как у нас установка наклонена, то крутящий момент удобно представить в виде суммы проекций на горизонтальную и вертикальную ось. Ну или, как в среде пилотов говорят, горизонтальная и вертикальная составляющая. Давайте рассмотрим эти составляющие поподробнее. Вертикальная составляющая стремится нас поворачивать в вертикальной плоскости, то есть либо вот так вот, либо вот так вот. На примере Мостера вертикальная составляющая стремится нас повернуть вот так вот, то есть загружается больше правая консоль. И как это проявляется? Мы медленно начинаем поворачивать вокруг правой консоли. Противоядие этому разгрузить правую консоль. Для этого мы дополнительно изгибаем более загруженный рог на 5-10 сантиметров в данном случае вправо. Тем самым мы смещаем центр масс в противоположную сторону. Это аналогично эффекту переноса веса в свободных полетах. В результате мы выравниваем параплан. Крутящий момент зависит от частоты вращения двигателя, а также от его мощности. Чем больше частота, чем мощнее двигатель, тем больше нужно изгибать рог для его компенсации. Так как в полете у нас не получается все время изгибать рог, то приходится всю систему настраивать на определенные обороты. В случае с Мостером это порядка 6000 оборотов в минуту. Плюс-минус 1000 не оказывает столь существенного влияния. Но вот на холостых оборотах или на максимальных уже это влияние ощутимо. Соответственно, когда у нас холостые обороты на Мостере, вот эта консоль не загружена, и, соответственно, мы начинаем вращаться вокруг левой консоли. Когда у нас максимальные обороты, у нас уже этой компенсации не хватает, и мы потихонечку вращаемся вокруг правой консоли. Когда может потребоваться регулировка? Либо очень легкий пилот, либо очень тяжелый. Легкий – это до 70 кг, тяжелый – это больше 110-115 кг. Что мы делаем в этом случае? У нас вся система выходит из режима настройки. То есть у нас в случае легкого пилота у нас установка излишне завалена, в случае сверхтяжелого пилота излишне вертикально расположена. Для того, чтобы ее привести в среднее положение, да, когда, собственно, все настройки оптимально настроены, мы сдвигаем вот эти два эксцентрика. Сдвигаем их симметрично, двигаем сразу два на одинаковую глубину. Глубина у нас считается, грубо говоря, от оси крепления рога до эксцентрика. Да, можно линейкой просто проверять. Если пилот у нас легкий, мы смещаем эти эксцентрики к пилоту. Если пилот излишне тяжелый, то же самое, только вперед делаем. Это нужно, еще раз повторяю, для того, чтобы у нас угол наклона назад установки был оптимальным. Горизонтальная составляющая стремится повернуть нас в горизонтальной плоскости. Вот так вот. Проявляется это в так называемом эффекте твиста, когда пилота стремится завернуть вокруг строп параплана при его прямолинейном движении. Это сравнить тому, как если бы в свободном полете нам надавили бы на одно плечо и потянули за другого. Для компенсации этого нам нужно надавить на противоположное плечо. Мы достигаем это с помощью несимметричного расположения рогов относительно вертикальной оси рамы. В случае Мостера мы всю систему сдвигаем вправо. Чем мощнее двигатель, чем выше обороты, на которых мы постоянно эксплуатируем двигатель, тем больше надо смещать всю систему в сторону относительно вертикальной оси. Итак, собственно, как осуществить эту регулировку? Да все очень просто. Взять высокотехнологичный инструмент и легкими постукиваниями в ту или иную сторону просто сместить, желательно промерять расстояние, да, то есть экспериментировать там 5 мм. Стало лучше, но не совсем комфортно, там можно еще сместить. Ну, то есть, и потом затянуть эти гайки обратно. Все.